Захватывающий звук, двухполосная акустическая система, технология активного шумоподавления и регулируемый режим прозрачности. Также на борту комфортная посадка в ухе, хорошая автономность, минималистичный дизайн наушников, сенсорная панель управления этапами, без особых глюков, эквалайзер с 6 предустановленными настройками на выбор и, по заявлению производителя, это самые легкие наушники из когда-либо созданных Samsung. Мне они зашли, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему и несмотря ни на что, почему вопреки всему? Потому что я опять не туда заказал посылку, а в другой город по последнему месту жительства. Друг Дима, за что спасибо ему огромное, переслал мне ее. И сегодня я смогу наконец-то рассказать об этих наушниках Galaxy Buds 2 от Samsung. Samsung это просто фаворит на моем канале последний месяц, потому что я рассказал обо всем и уже пришел к тому, что я покупаю сам. Покупаю их в диком количестве, не покупал я только Samsung Galaxy S21 FE, о нем я рассказывал на канале, мне его заслали, я его нормально захейтил, я думаю, что больше засылать мне ничего не будут, но уши я покупаю стабильно сам. Поэтому критики будет много, но сам с последние уши делали топами. Именно по этой причине мне довольно интересно, что же все-таки там будет. Что у нас написано? У нас указаны габариты, у нас указан вес 5 граммов в каждого наушника. Это неудивительно, они по-любому нафаршированы по полной. Вес бокса. Есть здесь двухполосные динамики для насыщенного звука, скорее всего для низких и высоких частот. Есть здесь технология активного шумодава. Это ANC, с ними у них все хорошо. Открываю пломбочку. Цвет, блеск, красота и глянец. Ненавистный мне глянец. Как там часто пишут у меня в комментах: Александр, сразу с первых слов слышно, как ты не любишь Samsung. Но я его обозреваю, притом, кстати, очень часто рекомендую, если он хорош. То, что он оверпрайс, но есть у вас миллионы, миллиарды долларов, то, пожалуйста, чего. Уши тоже глянцевые, мне внешне все нравится. Sound by AKG, минимальный люфт у крышки, Type-C аккуратная, не прорезиненное дно. Эпичный фейл, прошлый раз они делали его прорезиненным. Следующий момент. Нет, разумеется, здесь никакого блока питания, никто их не кладет, но есть кабель для зарядки USB Type-C, очень сильно похож на кабель, который кладут в Samsung A52. Амбушюры комплектик. Красный огонек свидетельствует о том, что они разряжены. Самый первый момент. Они ужасно удобные. Все это дело я проверю по поводу беспроводных зарядок и остальной радости, звука, автономности. Смотрим. Минимум 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно же разыгрываю 5 Mi Band'ов 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этих конкурсов еще море всего, в описании смотрим. В описании также есть телеграм-канал взаимопомощи, нас там больше 6000, и телеграм-канал скидок. Притом в основном я скидываю вам что-то, что уже обозревал, либо планирую обозревать, либо купил. Допустим, купил я IQ Z9 Pro, помимо этого купил OnePlus 10 Pro, и помимо этого всю линейку Xiaomi 12 Pro, X12 и еще и моторолки. Так что смотрим на канале, смотрим в телеге и решаем, что кому интересно. Ну а сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds 2. О них часто и много спрашивали. В продаже есть 4 цвета на выбор: черный, оливковый, фиолетовый и белый. У меня на руках наушники черного цвета. И выбор любого цвета никак не влияет на цвет корпуса кейса, так как он в любом случае с внешней стороны будет белым, а глянцевый черный цвет самих наушников на самом деле серый. Зарядный кейс изготовлен из качественного глянцевого пластика. Сборка и дизайн радуют, форма квадратная с округленными углами. Корпус скользкий, на себя примагничивает весь мелкий мусор, но при этом отпечатки пальцев не сильно бросаются в глаза. Габариты компактные и равны 50 на 50 на 27 мм, а вес зарядного бокса без наушников составляет 41 грамм. В карманы любых размеров без проблем они помещаются. В корпусе расположен разъем для зарядки Type-C, индикатор состояния, с нижней части неимоверно мелким шрифтом безмерное количество информации, на крышке логотип компании. Открыть одной рукой кейс достаточно просто. Крышка надежно фиксируется в открытом положении. Внутри нас встречают 2 места под наушники, в каждом из которых по 2 контакта для зарядки, индикатор состояния наушников. Извлечение наушников не вызывает затруднений, но наушники в боксе незначительно гуляют и даже при незначительной тряске вылетают на ура. Хотя если кейс просто перевернуть, остаются на своих местах. Хлопок при закрытии крышки не тихий, но не неприятный. Емкость аккумулятора составляет 472 мАч.
Полный цикл зарядки занял 2 часа 8 минут, и перезарядить наушники от кейса можно полных 3 раза. Также есть беспроводная зарядка бокса, что очень даже порадовало. Летим дальше. Изготовлены наушники из глянцевого, скользкого, серого пластика, который без труда принимает на себя все отпечатки пальцев. Дизайн минималистичный, размеры каждого наушника составляют 20 на 16 на 20 мм по самым объемным частям. Вес одного наушника вместе с амбушюрой равен 5,3 грамма, а два наушника вместе весят 10,6 граммов. Посадка в ухе очень комфортная, а по весу наушники совершенно не ощущаются, и при длительной носке уши устают лишь незначительно. Из ушей выпирают не сильно, но, конечно, заметно. Звуковод небольших размеров 6 мм в длину, а в диаметре вместе с выступом для фиксации амбушюр 4 мм. Отверстие звуковода закрыто металлической сеткой, она слегка выступает, из-за чего значительно упрощается процесс чистки. На корпусе каждого наушника расположены два контакта для зарядки, маркировка left и right, сенсоры приближения, 3 микрофона, один из которых внутренний, и сенсорная панель управления тапами. Из тапов на борту воспроизведение паузы, переключение треков, переключение настроек шумоподавления, голосовое управление, регулировка громкости, управление вызовами и голосовой помощник Spotify, который на данный момент в России не работает. Сенсорная панель очень чувствительная, и даже имеется одиночный тап, из-за которого бывают ложные срабатывания, особенно когда пытаешься поправить наушники. Регулировка громкости предназначается только вместо переключения режимов шумоподавления, что весьма абсурдно, так как это две немаловажные для потребителя функции. Но тем не менее наушники на тапы откликаются хорошо и без нареканий. Оснащены наушники двухполосной акустической системой, шумоподавление есть и работает отлично, но иногда может возникать чувство давления в голове, и в связи с этим от него быстро устаешь. Те, кого бесит ANC, так в курсе. Режим прозрачности работает реалистично и приятно. Плюс радует, что в отличие от шумоподавления есть возможность регулировать уровень громкости передачи внешних звуков. Далее, заряд наушников в шторке устройств отображается. По одному они работают и переподключаются с небольшой задержкой. К ранее сопряженным устройствам автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинт не завезли в данную модель, это эпичный фейл, учитывая ее стоимость. Сенсоры приближения работали великолепно, пока я не скупал наушники и не обновил прошивку. Неизвестно, что на них больше повлияло, на эти сенсоры. Звуковое сопровождение функций есть, но главное, что не голосовое. Анимация при подключении есть только на телефонах Samsung. Емкость аккумулятора одного наушника составляет 61 мАч. Полный цикл зарядки занял у меня 37 минут. Отыграли они на 50% громкости по кодеку AAC 4 часа 38 минут с включенным шумоподавлением, что довольно неплохо. Быстрая зарядка на борту за 5 минут набегает 20%, и этого хватило для воспроизведения по кодеку AAC на 50% громкости на 1 час 13 минут с включенным шумоподавлением. У корпуса есть защита от пыли и брызг IPX2. Купать их нельзя, я их искупал, и у меня перестали срабатывать сенсоры приближения. Но не факт, что именно из-за этого, возможно, просто так совпало. Но, к счастью, на качество звука это никак не повлияло, и делать подобное я вам, разумеется, не рекомендую. Если случилась такая неприятная ситуация, прежде чем пользоваться наушниками, необходимо их хорошенько просушить. Для настройки наушников есть приложение Galaxy Wearable, доступно оно на iOS-системах и на Android. После подключения на главной странице расположен уровень заряда девайсов, управление шумоподавлением и режимом прозрачности, отключение работы сенсорной панели, вкладка с настройками наушников, функция поиска наушников и советы. Полноценного эквалайзера нет, но есть несколько пресетов, которые не сильно отличаются в изменении тональности звука, лично для меня. Из интересных и нужных настроек это имеется прочтение уведомлений вслух, все на русском, активация шумоподавления с одним наушником и обновление ПО наушников. Также есть вкладка Labs с экспериментальной функцией в виде игрового режима. Bluetooth версии 5.2 из кодеков SBC, AAC и Samsung Scalable. Вот на нем самое звучание как раз. Через две стены не отваливались и фризов не было, хотя порой во время воспроизведения музыки в метро от телефона звук периодически пропадает, но это не удивительно. Задержки на YouTube низкие, в играх задержки также небольшие с включенным экспериментальным игровым режимом, хотя что с ним, что без него разницы особо заметной нет, если у вас не телефон Samsung, вот с ним все лучше. Примеры вы сейчас увидите на экране.
Микрофоны передают голос качественно, на борту 3 микрофона плюс вибрационный датчик костной проводимости, технология снижения шума на базе алгоритмов машинного обучения. Примеры микрофонов вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов Samsung Galaxy Buds 2, и им в каком-то смысле не повезло. Я сейчас снимаю все это дело с шапки, мимо меня, надеюсь, проедет трактор и не собьет. Ей не собьет. Но, во всяком случае, мы его с вами услышим. Если снять шапку, услышим лучше. Бацы работают, разумеется, лучше с самсунгами, но пример мы на Samsung не записываем. Слишком было бы хорошо. Эти наушники, еще раз повторяю, мне нравятся. Мне нравятся они по звучанию, по внешнему, по стилю, по боксу, по всему. Мне не нравятся самсунговские телефоны. А уши даже очень заходят. И еще раз мимо нас проедет трактор помимо машин, и это хорошо. Звучание. Запас громкости хороший, но в связке с Xiaomi 11T они показали ниже громкость, чем в связке с OnePlus 9 Pro. С телефонами Samsung все более чем достаточно, с запасом. Качество звука на 100% громкости не сильно теряется, каши практически нет, но погрешности, разумеется, появляются. Низкие частоты подчеркнутые, притом есть средние басы, он прямо какой здесь бодрый, с панчем. Средние и высокие на своих местах. Сцена выше среднего, лучше, чем вы привыкли. Детальность присутствует, и в целом звук более чем сбалансирован и приятен. Бас глубокий и моментами выделяющийся, но тем не менее в этих наушниках можно слушать любой жанр музыки, что неимоверно радует. Притом я советую опять же к флагманам Samsung это дело покупать, и вы будете просто рады. Лучше наушников для Samsung нет. Из минусов: марки и скользкий корпус как наушников, так и бокса, наличие одиночного тапа, непродуманное переназначение регулировки громкости и переключение режимов шумоподавления. Слишком мощное шумоподавление, черный заявленный цвет не является таковым. Стоят наушники в районе $114, ссылка в описании к видео, иногда дешевле. Я покупал, по-моему, в районе 95. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, не обязательно они появляются во время распродаж, они иногда и вот в течение месяца. Допустим, недавно был ВК 3000 от 50 тысяч промокод, мне очень даже помог. Не буду говорить, какой я смартфон купил. Все, что только есть новое, все топовое собираю. Я даже TCL-овских 2 смарта от безысходности, кстати, купил в прошлом году, они дошли мракобесные. Если вы купили это дело, я вам сочувствую. Лучше покупать Realme 8i, Realme 9i, который, к слову, был 11800 позавчера. Поэтому смотрим телегу. Резюмируя, как и прошлые наушники, Samsung Galaxy Buds Pro меня достаточно приятно удивили, так как качество звука для среднего ценового сегмента хорошее, а также в данном случае подкупает, что на борту обновление системы передачи звука и вибрационный датчик костной проводимости. Конечно, от этого мое мнение по поводу их цены не изменится. Samsung это однозначный оверпрайс, но не по поводу этих ушей. Скорее всего, на сейлах все-таки они своих денег стоят. Рекомендовал бы я их покупать людям, у которых в повседневном постоянном использовании Samsung? Однозначно да, так как в связке все в разы комфортнее, стабильнее, плюс есть свой кодек, плюс есть своя экосистема. Но вот то, что мультипоинты не завезли, это эпичный фейл. Подписываемся с колоколом, смотрим, завтра будет обзор на Xiaomi Mi 12. Девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.